Мы с папой на протяжении 5 лет уже проводим турниры среди детей в Пружанском районе. Однако еще ни разу дети не играли со взрослыми. Это мы и попытались исправить, проведя турнир в кафе «Рассвет» агрогородка Калядичи. Всем привет, с вами Денчас, и сегодня у нас краткий нешахматный обзор колядного кубка. До места игры, где проводился кубок, нам ехать около 100 километров, что было очень тяжело в таких условиях. Просто посмотрите на дорогу, по которой мы ехали. Сюда еще также надо добавить сильнейший мороз. Но несмотря на погодные условия, мы успешно доехали до места игры. Примерно так выглядел игровой зал. Помимо столов, которые предоставило кафе, мы использовали специальные шахматные столы, которые сделали самостоятельно и отдали в школу в деревне Мокрая. К слову, это видео есть на канале, кто не видел, может посмотреть. Все 32 участника постепенно прибывали к месту игры. На открытии отмечалось, что турниров среди детей и взрослых как таковых нету. Конечно, можно сказать, что есть турнир на призы газеты «Районные будни», однако этот турнир растягивается на несколько недель, что не очень удобно для детей из сельской местности. Ну и играют там, если можно так выразиться, бессистемно. Например, я таки не понял, по какой системе там вообще турниры проводятся. У нас было все четко. Швейцарская система, 7 туров, контроль 10+5. Были и призы, статуэтки, медали, дипломы и кубок победителю. Было и несколько номинаций среди школьников, среди взрослых, а также приз за лучший результат среди женщин. Но был и один специальный приз. До того, как провести награждение, еще один момент, видите, как бы сегодня все добирались как могли, я говорю еще раз спасибо, что все приехали, чтобы вы понимали, почему состоялся этот турнир и как получилось так, то у нас тут есть, видите, на награждении разные, скажем так, кубки, медали и так далее. Но один приз, главный шахматный король, да, я хочу вручить своему папе, который нас учил в шахматы играть и дал возможность состояться. Ну и провести в том числе этот турнир. Поэтому спасибо, папа, это тоже. Результаты нашего турнира можно было смотреть на сайте Chess Results, а первая доска транслировалась на DGT Live Cloud, а также на Lichess, что отметил Владислав Викторович Каташук. Честно, было неожиданно и приятно. Большое ему спасибо за такую небольшую рекламу. После открытия была проведена жеребьевка, и игроки поспешили занять свои места согласно рассадке. Перед началом турнира было подробно объяснено, как пользоваться электронными часами. Если дети эту информацию и так знали, то взрослым она была крайне полезна. Ведь если они играли на часах, то только на механических. После объяснения всех правил началась игра. Уже первые туры показали, что в целом класс игры взрослых повыше, чем класс игры у детей. Для кого-то это может быть очевидный факт, но для меня, как человека, который видит, как каждый день на различных турнирах в Бресте дети регулярно побеждают взрослых, это было немножечко в диковинку. Но ничего страшного, ребята получили колоссальный опыт и пищу для размышления. А взрослые, в свою очередь, увидели ребят, у которых горят глаза, и в будущем, возможно, они пригласят их на свои какие-нибудь товарищеские матчи. Ну а чтобы знать, как живут шахматы в Пружанском районе, а также о развитии моего канала, рекомендую подписаться на мой телеграм-канал. Там выходят все оперативные новости, а также выходят кружочки с турниров, в которых я играю. К слову, в планах у меня посещение турнира Бронштейна, который состоится в Минске где-то в середине февраля. Также на этом турнире я снимал фрагменты партий, и также полностью я снимал свои партии. Они уже выходят на втором канале, поэтому переходите и смотрите. Все ссылки в описании. Что касается хода этого турнира, то он уже с первых туров подарил неожиданность. Мой дедушка проиграл в первом туре Лицкевичу Василию, просто подставив фигуру на ровном месте. Впрочем, справедливости ради стоит отметить, что дедушке попадались не очень простые соперники, а мне с жеребьевкой везло, поэтому я спокойно шел 2 из 2. Но уже в третьем туре мне попалась Зайко Ольга, которая навязала мне очень серьезное сопротивление. Честно говоря, до турнира я немного скептически относился к силе игры здешних взрослых игроков. Что ж, признаю, что я был неправ, и респектую им за то, что они, оказывается, очень хорошо умеют играть. Что касается моей игры в общем, то она не была очень хорошей. Она была неплохой, но зная себя, она могла быть гораздо лучше. Конечно, можно сказать, что играть, судить, следить за техникой и так далее очень сложно.
но тем не менее. Из-за этих факторов скрывались мои слабые игровые качества, но забегая вперед скажу, что они сказались не очень сильно. Меня прощали. Как выяснилось, самая главная и важная партия меня ждала в 4-м туре против Лицкевича Василия, который, напомню, обыграл моего дедушку. Получилась интересная и содержательная партия, в которой, не без приключений, правда, мне удалось взять верх. После 4-го тура был предусмотрен обед. Было все очень вкусно, за что спасибо поварам из кафе «Рассвет». Ну а сегодня, в первую очередь, мне хотелось бы сказать спасибо кафе, которое нас приютило, да, в данный момент времени и дало возможность провести этот турнир. Спасибо, в первую очередь, Татьяне Михайловне, да, что откликнулась на нашу просьбу мгновенно. Поэтому давайте ей скажем в первую очередь спасибо. И подарок. Да. Вот. Это вам. Спасибо. Спасибо. Я рада, что если это первый турнир в Пружанском районе, и он прошел у нас в нашем кафе, мы гордимся этим, что выбрали нас. Всегда готовы помочь, поддержать. Поэтому, если что, мы всегда рады встретить, накормить. Это самое главное. Когда человек сыт, у него лучше соображает. Голова. Да. Спасибо Татьяне Михайловне. В целом атмосфера турнира вы следили со стороны, как вам понравилось или нет? Мне все нравится, что связано с детьми. Я всегда поддерживаю все мероприятия, которые проходят для детей, с детьми. Поэтому мне все очень понравилось. Еще раз хочу сказать, я благодарна, что выбрали наше место. Мы будем очень рады еще раз вас видеть. И хочу еще сказать огромное спасибо нашему руководителю Агроколядич, который предоставил это кафе для проведения такого масштабного мероприятия. Ну а название кафе мы не сказали. Кафе «Рассвет». Деревня. Это Агроколядичи. Агроколядичи. Значит, кафе «Рассвет», Агроколядичи. После вкусного и сытого обеда состоялось еще 3 тура. В 5-м туре мне зевнули в ферзя, в 6-м туре я засушил со своим дедушкой, и в 7-м туре я уверенно победил Германа Грецкого. В целом, я выполнил свою установку перед началом турнира, выиграть всех и сыграть ничью с дедушкой. И если у нас будет равное количество очков, то мы сыграем с ним в Армагеддоне, где я считал у меня больше шансов. Но я напомню, дедушка проиграл в 1-м туре и в итоге занял 3-е место. 2-е место занял как раз таки Лицкевич Василий. Лучшей среди женщин стала Зайко Ольга, которая проиграла мне и вышеупомянутому Лицкевичу Василию. А вот за топ-3 среди школьников была настоящая борьба, победителем из которого вышел Бычковский Владимир, который в последнем туре не только замотовал Прокоповича Ивана, но и сделал весомую заявку на попадание в сборную Пружанского района. Второй стала Тарасевич Ульяна, которая на этом турнире не сыграла ни с одним взрослым, и про которую я еще много скажу в следующих видео. Тройку замкнул Глецкий Герман, которому не повезло в последнем туре нарваться на меня. Все участники турнира без исключения получили памятные призы. Лучшая среди женщин Зайко Ольга получила статуэтку ферзя, или же, как говорят на западе, королевы, что в нашем случае больше уместно. Лучший среди школьников получил коня, так как у нас год лошади. Ну а победитель турнира, то есть я, получил кубок. Ну а более подробно о том, как мне этот кубок дался, вы узнаете в следующем видео, которое я постараюсь опубликовать через неделю. Там будет подробный обзор партий, которые я сыграл. Ну и еще, возможно, пару бонусных моментов, которые я запечатлел. Я надеюсь, вам понравилось данное видео. Если это так, то подпишитесь на канал, поставьте лайк. Ну и на другие мои соцсети тоже можете подписаться. А у меня на этом все. Всем удачи, всем пока!